Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 15 тайн мира, которые ученые не могут объяснить. Из этого видео вы узнаете следующее. Откуда древние люди узнали передовые химические формулы, которые начертили на уральских скальных образованиях 5000 лет назад? Почему в усыпальнице Чейза, запечатанной толстой мраморной плитой и цементом, двигались гробы? Историческая легенда, которая преследует Барбадос. Существует ли в Дульсе, штат Нью-Мексико, секретная подземная база пришельцев, на которой проводятся генетические исследования ужасающего характера? Какие способности демонстрировал Кармини Мирабелли, физический медиум, ставший загадкой для ученых? Дети, которые помнят предыдущие жизни. Невероятно странное дело девочек-близняшек Джиллиан и Дженнифер Поллок. Как выглядел монстр USS Стейн, неопознанное морское существо, которое напало на эскортный эсминец класса Нокс в 1978 году. Энигмалит Уильямса. Древняя рукотворная реликвия, свидетельство внеземных технологий или мистификация. Почему ученые отказываются его изучать? Доказывает ли маленькая куколка, получившая название фигурка Нампа, существование 2-миллионной цивилизации в Северной Америке? Какая удивительная находка, сделанная в ноябре 2013 года, заставила ученых поставить под сомнение все, что они знали об эволюции человека. Действительно ли это человеческий окаменелый палец возрастом 100 миллионов лет? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. В нашем мире огромное количество тайн, и о многих мы уже рассказывали. Но количество тайн мира слишком велико, чтобы удалось рассказать даже о самых интересных в нескольких видео. В этом ролике мы продолжаем тему тайн мира и хотим рассказать о новых 15 тайнах мира, которые ученые не могут объяснить. Хотим сразу обратить ваше внимание, что приведенные тайны весьма неоднозначны и могут служить предметом дискуссий. Ждем ваше аргументированное мнение в комментариях. 1. Существо и воры. Внеземной гигантский организм в Португалии. Все началось после появления в городе НЛО. Жоаким Гуэдеш ду Амарал, директор школы промышленности и торговли, был на работе, когда его коллеги предупредили его о необычном объекте, зависшем над Иворой. Профессор Амарал использовал телескоп, чтобы получше рассмотреть объект. Через полчаса появился еще один НЛО, на этот раз похожий на медузу. Этот объект задрожал и понесся по небу с бешеной скоростью, время от времени останавливаясь и продолжая движение. В конце концов он остановился и завис в воздухе примерно на полчаса, после чего снова взлетел с огромной скоростью. Как только это произошло, по всей округе начали расползаться таинственные белые студенистые нити. Они почти полностью покрыли все толстым белым слоем. Люди были эвакуированы. Странное вещество было взято на пробу военными и учеными из Лиссабонского университета. Несмотря на то, что нити были хрупкими и сложными для сбора, анализ показал, что это одноклеточное существо, возможно, микроб с неизвестными свойствами. Что же на самом деле стало причиной его появления? Странное существо и воры. В течение 4 часов на Землю падала необычная белая, так сказать, паутина. Профессор Жоаким Консейсаа и один из его друзей по фамилии Силва в то время проходили летную подготовку на базе Синтры. Они также стали свидетелями событий, произошедших в тот день.
Военные, Консейса и Силва подтвердили эти события. Спустя годы профессор Жоаким занял пост начальника штаба ВВС Португалии. Позже профессор Амарал связался с Эуженио, отцом Консейса, который был членом французского астрономического общества. Они оба проводили эксперименты с причудливым материалом, похожим на существо. Когда пластины с веществом были отправлены на анализ, выяснилось, что материал устойчив к нагреванию и электричеству. Это не характерно ни для одного известного микроба на планете. В результате исследования был составлен отчет, в котором подробно описывалось следующее. Микроорганизм вора был размером около 4 мм, состоял из щупалец. Активно проявляет защитные реакции на лабораторных пластинах. Последующие исследования показали, что его щупальца могут выдерживать давление до 350 граммов. В начале наблюдения она имела разную окраску. Центральная часть тела была желтой, с интенсивно-красными щупальцами, в то же время цвета менялись, давая коричневато-желтый оттенок, который становился все темнее и темнее. Щупальца были образованы параллельными нитями, соединенными желатиновым веществом. Каждая нить была прозрачной. Внутри можно было разглядеть маленькие тельца, которые со временем становились все больше. Нити, с силой проецируемые на стеклянную пластину, рисуют четко очерченную линию контакта. В середине центрального тела находилось отверстие в форме рта, вокруг которого располагались очень тонкие узоры. В веществе, из которого он состоит, могут быть складки или трещины. Эти наблюдения велись в течение 2 лет, пока щупальца и центральное тело окончательно не распались. Теория происхождения. Несколько ученых и исследователей утверждали, что монстры-воры – это странный организм, совершенно неизвестный земной биологии. Это первый найденный признак инопланетной жизни. Франциско Муран-Корреа, координатор по экзополитике в Португалии Хавьер Сьерра, а также многочисленные ученые и эксперты по НЛО тщательно исследовали этот случай и развили эту идею. Профессора Лиссабонского факультета наук сорвали работу профессора Жоакима Амарала на факультете, заставив его не разглашать никакой информации в прессе. В 1978 году пожар уничтожил доказательства существования существа из Иворы на факультете естественных наук в Лиссабоне. Удивительно, но пожарные не смогли потушить пламя, поднявшееся вокруг микроба. До сих пор неизвестно, что случилось с расследованием, что или кто спровоцировал пожар, и не были ли они переданы в другой отдел. Все указывает на то, что это была попытка скрыть внеземное явление. 2. Тайна египетской гробницы Киви-55 в долине царей. Египет полон загадок, и эта тайна – одна из самых заметных, которую пытаются разгадать египтологи. Эта тайна была передана нам не из Гизы, а из долины царей, которая находится на западном берегу в Луксоре. Это история, в которой каким-то образом связаны Тутанхамон, загадочный царь Сменхкари и фараон-реформатор Эхнатон. Тайна вращается вокруг Киви-55, которую также называют гробницей 55. 6 января 1907 года Теодор Дэвис и его помощник Эдвард Айртон обнаружили гробницу в долине царей. После нескольких дней кропотливых раскопок команде Дэвиса наконец удалось пробиться через завалы, которые закрывали вход в гробницу 55. Внутри гробницы была обнаружена одиночная камера с основным картушем и небольшим углублением. Кроме того, группа обнаружила различные примечательные вещи, такие как гроб, позолоченную деревянную святыню и 2 кирпича из глины. В небольшом углублении, которое было обнаружено, также находились 4 канопических кувшина. В какой-то момент саркофаг был намеренно испорчен. Картуш с именем обитателя был вырезан, а лицевая маска сорвана. Таким образом, на гробе нет никаких указаний на личность мумии, помещенной внутрь. Когда Дэвис и его команда вскрыли гробницу, они предположили, что в ней находится пожилая женщина. В результате большинство людей пришли к выводу, что гроб принадлежал матери Эхнатона, царице Тии. Однако при углубленном исследовании мумии выяснилось, что в гробнице Киви-55 находились останки мужской мумии. Согласно результатам компьютерной томографии,
На момент смерти умершему было около 20 лет. Результаты анализа крови и сходства скелетов указывают на то, что мумия, найденная в Киви-55, скорее всего связана с королем Тутанхамоном. Многие предполагают, что мумия принадлежала еретику и недолюбливаемому королю Эхнатону, который был отцом Тутанхамона. Однако, когда Эхнатон умер, ему было значительно больше 20 лет. В результате мумия не могла принадлежать Эхнатону. Таким образом, есть еще один член семьи Армана, который является идеальным кандидатом на роль мумии Киви-55. Сменхкари был правителем Египта, который казался окутанным тайной. После смерти Эхнатона он взошел на трон, хотя его правление было недолгим, так как он тоже прожил недолго. После его смерти новым фараоном Египта был назначен Тутанхамон. Кроме того, было обнаружено, что Сменхкари некоторое время был соправителем Эхнатона. В исторических записях не так много информации о нем и о периоде его правления. Поскольку его тело не найдено до сих пор, он является наиболее вероятным кандидатом на роль мумии Киви-55. Согласно информации, найденной в записях, Сменхкари был либо старшим братом, либо дядей Тутанхамона. Это указывает на то, что у него были близкие родственные отношения с мальчиком-фараоном. Личность мумии долгое время оставалась предметом споров. На данный момент кажется, что наиболее вероятной мумией Киви-55 является мумия Сменхкари, который правил Египтом очень короткий период. Тело Сменхкари до сих пор не найдено, поэтому личность мумии Киви-55 останется загадкой, пока не будут изучены другие мумии. 3. Удивительные 5000-летние уральские петроглифы, похоже, изображают передовые химические структуры. По мнению ученых, это вообще не должно быть возможно. Древний набор петроглифов в Уральском регионе России, имеющий возраст около 5000 лет, изображает ряд, так сказать, продвинутых химических структур и считается одной из величайших загадок в мире. Но как древние цивилизации узнали о них тысячи лет назад? Огромная территория с загадочными петроглифами, расположенная на берегах рек Тагил, Нейва, Реж, Юразан и других окрестных мест, одна из многих загадок Уральского региона России. Там, на нескольких скалах, древние изобразили множество странных фигур и геометрических фигур. Удивительные петроглифы занимают территорию в 800 километров с севера на юг и разбросаны по множеству скальных образований. По мнению ведущих археологов, замысловатые узоры были созданы от 4000 до 5000 лет назад. Но больше всего интригует не их древность, которая поражает сама по себе, а значения, которые, как утверждается, обозначают некоторые из них. По мнению нескольких исследователей, изучавших загадочные петроглифы, они представляют собой сочетание букв, символов и животных, вид древнего искусства, который встречается в многочисленных наскальных рисунках по всему миру. При ближайшем рассмотрении обнаруживается поразительное сходство некоторых символов с очень сложными химическими формулами. О существовании уральских петроглифов известно уже сотни лет, и они завораживали многие поколения людей на протяжении всей истории человечества, как и сейчас. Действительно, в 1699 году царь Петр I, император России, направил подьячего Якова Лосева к местам расположения петроглифов, чтобы создать идентичную копию оригиналов. Однако петроглифам не уделялось особого внимания, пока русский исследователь Владимир Авинский, атомный, молекулярный и оптический физик, не провел анализ петроглифов. Авинский обнаружил удивительное сходство между петроглифами возрастом 5000 лет и формулами некоторых современных химических веществ. Но вопрос в том, откуда древние черпали свою мудрость тысячи лет назад. Авинский твердо убежден, что в далеком прошлом древние культуры по всему миру посещали продвинутые внеземные сущности, которые, согласно его теории, передали примитивным культурам по всему миру огромное количество знаний. Владимир Авинский считает, что уральские петроглифы – это изображение сложных химических формул, таких как цепи и многоугольники, используемые в органической химии, которые были выгравированы на скале тысячи лет назад. Высказывались предположения,
что странные зигзагообразные образования, шипы и другие странные геометрические формы – это изображения животных или рыболовных сетей, хотя мнения археологов по этому поводу расходятся. Но доктор Авинский отмечает, что странные символы и цепи, обнаруженные в Уральском регионе, удивительным образом напоминают известные химические формулы, например, формулу полиэтилена. Однако вышеупомянутая химическая формула не единственная, которая якобы была изображена на Урале. Еще одна фигура, которую можно найти на берегах реки, по форме напоминает соты. Древние изображали несколько геометрических фигур, в которых рисовали шестиугольники и вытянутые шестиугольники с рядом линий, а также многие другие геометрические фигуры. Традиционные ученые так и не смогли объяснить их значение. С другой стороны, так называемые соты, по мнению Авинского, на самом деле представляют собой химические структуры, подобные тем, что встречаются в граффити. Однако есть и другие петроглифы, изображающие различные странные символы, один из которых, как утверждается, напоминает молекулярную структуру антибиотиков. Интересно, что Владимир Авинский даже продемонстрировал уральские пиктограммы группе химиков. Многие из них согласились с Авинским в том, что они чрезвычайно похожи на многие химические формулы. Авинский считает, что древние люди не могли и не должны были понимать этого тысячи лет назад, однако петроглифы, обнаруженные в Уральском регионе, до жути напоминают современные химические структуры, и это нельзя считать случайным совпадением. Происхождение так называемых уральских пиктограмм до сих пор остается загадкой, что делает археологию Уральского региона еще более увлекательной. Все больше исследователей считают, что эти знания могли быть переданы древним цивилизациям, гостями со звезд, которые, возможно, прилетали на Землю в далеком прошлом и оставили для них послание. 4. Гигантская гравитационная дыра в Индийском океане свидетельствует о существовании вымершего древнего моря. Долгие годы ученые были озадачены происхождением гравитационной дыры в Индийском океане. Теперь исследователи полагают, что объяснением может быть затопленное дно вымершего океана. Ученые считают, что нашли источник глубокой, так сказать, гравитационной дыры в Индийском океане, странном месте, где гравитационное притяжение Земли ниже, чем в других точках нашего мира. Индоокеанский геоидный минимум – это впадина площадью 3 миллиона квадратных километров в Индийском океане в 1200 километрах к юго-западу от Индии. Гравитация впадины настолько слаба по сравнению с ее окружением, что слой ее воды был, так сказать, оттянут, в результате чего уровень моря над впадиной оказался на 106 метров ниже среднемирового. Низкий уровень – следствие того, что наша планета на удивление неровная, она сплюснута на полюсах, выпуклая на экваторе, а по всей ее поверхности располагаются комки и бугорки. Но с момента своего открытия, в 1948 году происхождения, эта индоокеанская бездна озадачивала ученых. Теперь исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, предполагает, что причиной возникновения индоокеанского геоидного минимума стала магма низкой плотности, которая была вытеснена в Индийский океан опускающимися плитами Древнего океана. Согласно исследованию, происхождение этого понижения геоида было загадочным. Для объяснения этой отрицательной аномалии геоида выдвигались различные теории. Однако все эти исследования рассматривали современную аномалию и не касались вопроса о том, как появился этот минимум геоида. В поисках возможного ответа исследователи использовали 19 компьютерных моделей, которые имитировали движение мантии и тектонических плит в регионе на протяжении 140 миллионов лет. Затем они сравнили смоделированные минимумы, образовавшиеся в каждом тесте, с реальными впадинами. 6 моделей, которые лучше всего имитировали реальный геоидный минимум, имели одну общую особенность – шлейфы горячей магмы низкой плотности поднимались вверх и вытесняли более плотный материал под минимумом, уменьшая массу региона и ослабляя его гравитацию. Эти шлейфы – выбросы мантийной породы из возмущения, возникшего в 1000 километров к западу под Африкой. Известный как Африканский шар,
плотный пузырь кристаллизованного материала внутри мантии Африки размером с континент и в 100 раз выше Эвереста. Но что могло толкнуть куски этого материала под Индийский океан? Последние кусочки тектонической головоломки – это так называемые титианские плиты или остатки морского дна древнего океана Тетис, существовавшего между суперконтинентами Лавразия и Гондвана более 200 миллионов лет назад. По мнению исследователей, когда индийская плита отделилась от Гондваны и столкнулась с евразийской плитой, она прошла над плитой Тетис, сместив ее и подтолкнув под индийскую плиту. Раздробленные куски старого Тетиса стали погружаться все глубже в нижнюю мантию, вдавливаясь в нее в районе современной Восточной Африки. Около 20 миллионов лет назад опускающиеся титианские плиты переместили часть магмы, попавшей в ловушку в африканском блоке, образовав плюмы, то есть горячие мантийные потоки, двигающиеся от основания мантии у ядра Земли, независимо от конвективных течений в мантии. Эти плюмы, наряду со структурой мантии в районе минимума геоида, ответственны за формирование этой отрицательной аномалии геоида, пишут исследователи. Для подтверждения предсказаний исследователей ученым, теперь необходимо выявить существование плюмов с помощью данных о землетрясениях, собранных в районе минимума геоида. Являются ли плюмы реальным ответом на этот вопрос, или же здесь действуют более глубокие силы, пока не ясно. 5. Движущиеся гробы в усыпальнице Чейза – историческая легенда, которая преследует Барбадос. Барбадос – страна, расположенная на острове в Карибском море. Это был тропический рай, но за всем хорошим иногда скрываются странные факты. Вся эта история берет свое начало в 1800-х годах, когда на острове Барбадос начали происходить необычные события. Это были очень интересные события, но в то же время довольно загадочные. Даже лорд Камбермир, губернатор Барбадоса в то время, был вовлечен в это дело. Эта история движения гробов – дело, которое не решено и по сей день, никто не знает, как и почему эти гробы перемещаются. Усыпальница Чейзов – это погребальный склеп, построенный в 1727 году на кладбище приходской церкви Крайст-Черч в Ойстенсе, прибрежном городе Барбадоса. Позже, в начале 1800-х годов, усыпальница была приобретена семьей Чейз для захоронения своих усопших. Так оно и получило название усыпальница Чейзов. Семья Чейзов была англичанами по происхождению, но жила на Барбадосе, будучи довольно богатой. У усыпальницы была одна часть на поверхности и другая под землей. Оказывается, чтобы получить доступ к гробам, которые находились внутри усыпальницы, нужно было снять большую тяжелую плиту, запечатанную цементом. Кроме того, она была довольно тяжелой, и для ее демонтажа потребовалось несколько человек. Необычные происшествия в усыпальнице Чейзов. В 1807 году Томасина Годдард стала первой, кто был похоронен в усыпальнице Чейзов. В 1808 году за ней последовала двухлетняя Энн-Мария Чейз, а в 1812 году ее старшая сестра Доркас Чейз, которой было 12 лет. В то время в усыпальнице находилось 3 гроба. Не прошло и нескольких дней с момента последнего захоронения, как скончался их отец, известный как Томас Чейз. Однако, когда толстая мраморная плита, закрывавшая вход в усыпальницу, была снята, погребальная группа обнаружила, что 3 гроба, находившиеся внутри, были с силой брошены и стояли у стен усыпальницы в кажущемся беспорядке. Не имея никакой конкретной причины, по которой гробы могли быть перемещены, люди были озадачены и поставили гробы на прежнее место. Местные жители начали предполагать, что, возможно, беспорядок был вызван ворами, однако ничего ценного в усыпальнице не было. Прошло несколько лет, и в 1816 году усыпальницу вновь открыли для очередного захоронения. Сюрпризом снова стало то, что гробы были испорчены, в том числе и гроб Томаса Чейза. Снова все гробы были переставлены на свои места, добавлен еще один, и усыпальница была запечатана. Спустя несколько месяцев пришлось вновь открыть усыпальницу из-за очередной смерти. И снова гробы оказались не на своих местах, а большинство из них пришли в негодность.
Общественность рассуждала о том, что могло стать причиной такого положения дел в усыпальнице. Чтобы убедиться в этом, они заглянули внутрь, но опять ничего необычного не обнаружили. Решение, предложенное губернатором. Лорд Камбермир, губернатор Барбадоса в то время, решил взять бразды правления в вопросе движения гробов и приказал захоронить их и засыпать песком местность рядом, чтобы отыскать следы того, кто туда заходил. Через несколько месяцев лорд Камбермир вместе с другими людьми отправился посмотреть, не случилось ли чего с гробами. На первый взгляд казалось, что там никто не ходил, так как не было никаких следов, а надгробие было целым и невредимым. Однако, открыв усыпальницу Чейза, обнаружили, что гробы стоят не на своих местах, и самое подозрительное, что на песке не было следов ног. Испуганная семья решила поменять гробы в этой усыпальнице, а губернатор распорядился перезахоронить тела на отдельных участках. Таким образом, оригинальная усыпальница Чейза теперь запечатана и полностью заброшена. Выдвигались различные гипотезы о том, как гробы могли перемещаться без участия людей. Предполагалось, что здесь мог быть водозабор, который затопило и заставило гробы плавать и перемещаться внутри усыпальницы, или же все эти необычные вещи произошли из-за землетрясения. Но эти теории были отброшены, оставив множество вопросов и подозрений. К сожалению, так никогда и не удастся узнать, что же происходило на самом деле. Эти события заинтриговали многих людей, поэтому история усыпальницы Чейза неоднократно пересказывалась с 1833 года, и за эти годы она публиковалась и переиздавалась в разных версиях и формах. В итоге так и не удалось подтвердить, вызвано ли это естественными причинами, или просто это были паранормальные явления, которые заставляли гробы усыпальницы Чейза вести себя подобным образом. Хотя без сомнения это вызывает огромное любопытство и интригует всех, кто об этом слышит. 6. След НЛО в Риндлшемском лесу – самая противоречивая встреча НЛО в истории. В декабре 1980 года в Риндлшемском лесу, Саффолк, Англия, был замечен неопознанный летательный аппарат треугольной формы со странными иероглифами на корпусе. Это необычное событие получило широкую известность как инцидент в Риндлшемском лесу. Инциденты в Риндлшемском лесу происходили один за другим, неподалеку от базы ВВС США Вудбридж, которая в то время использовалась американскими ВВС. Среди свидетелей были высокопоставленные военные, такие как командующий подполковник Чарльз Халт, который заявил, что летательный аппарат неоднократно испускал лучи света. Все началось 26 декабря 1980 года, около 3 часов ночи, когда патрульные возле восточных ворот базы ВВС Вудбридж увидели несколько странных огней, резко опустившихся в близлежащий Риндлшемский лес. Сначала они подумали, что это огни сбитого самолета, однако, войдя в лес для исследования, увидели светящийся металлический объект треугольной формы с интенсивным синим и белым светом, а на его корпусе были какие-то неизвестные символы, похожие на иероглифы. Сержант Джим Пеннистон, который был одним из свидетелей, позже утверждал, что близко столкнулся с кораблем неизвестного происхождения, находясь в лесу. По словам Пеннистона, когда он прикоснулся к его гладкой внешней оболочке, которая была немного горячей, он вошел в трансовое состояние и в тот момент мог видеть только 010101 цифровые символы в своем сознании, а объект постоянно распространял слабую ударную волну в окружающей атмосфере. Кроме того, он помнил, что на корпусе корабля были начертаны символы, похожие на иероглифы, как будто это был алмаз, вырезанный на стекле. Через некоторое время мистический объект треугольной формы двинулся сквозь деревья. Также сообщается, что пока объект парил над лесным массивом, животные на близлежащей ферме пришли в ярость. Вскоре после инцидента местная полиция прибыла на место происшествия и провела небольшое расследование, в ходе которого было сообщено, что они смогли увидеть только огни, которые исходили от маяка Орфорд-Несс, расположенного в нескольких милях на побережье. С другой стороны, астрономы пришли к выводу, что эти огни – кусок мусора,
сгоревший в виде огненного шара над Южной Англией в то время. На следующее утро военнослужащие вернулись на небольшую поляну у восточного края леса и обнаружили 3 небольших неопознанных следа в виде треугольника, а также следы ожогов и сломанные ветки на близлежащих деревьях и кустах. Местная полиция предположила, что это сделало животное. 28 декабря заместитель командира базы, подполковник Чарльз Халт вместе с несколькими военнослужащими провел масштабное расследование этого предполагаемого места. Во время расследования они также увидели мигающий свет через поле, направленный на восток, подобный тому, что произошел в первую ночь. По их словам, в ночном небе виднелись 3 огня, похожие на звезды. 2 из них двигались на север, а 1 – на юг, на определенном угловом расстоянии. Самая яркая из них висела до 3 часов и, казалось, через короткий промежуток времени пускала вниз поток света. Что бы они там ни делали, похоже, они искали что-то очень важное для себя. Но ученые, придерживающиеся общепринятых взглядов, объяснили все эти звездоподобные огни не более чем яркими звездами в ночной темноте. 7. Существует ли в Дульсе, штат Нью-Мексико, секретная подземная база пришельцев? Под горой Арчулета, расположенной к северо-западу от города Дульсе, штат Нью-Мексико, находится сверхсекретная военная база ВВС. Многие утверждают, что на этой военной базе еще с 1969 года проводятся генетические исследования ужасающего характера. Окрестности города печально известны увечьями скота, и многие жители, а также любители конспирологии считают, что инопланетяне часто появляются в этом районе по очень пугающей причине. Они сотрудничают с правительством США, чтобы создать расу гибридных человека-животных монстров для использования в качестве оружия в войне. Возникает вопрос, не используются ли они также в Ираке или Афганистане. Ни одного случая обнаружения не было опубликовано. Однако известно, что с начала 1970-х годов был изуродован домашний скот, в основном коровы, быки и лошади. Это означает, что на подземном объекте, возможно, создаются кентавры, минотавры и, возможно, другие гибриды. Но судя по состоянию туш скота, которые на протяжении многих лет находили на обочинах шоссе и в полях, эти гибриды должны быть чудовищно ужасными, жуткими, шитыми вместе, как что-то из Франкенштейна. Теория гласит, что у базы есть несколько уровней. Никто не знает, сколько их, но либо 6-й, либо 7-й уровень – это место, где проводятся самые страшные, причудливые эксперименты по генетическим манипуляциям и мутациям, в основном инопланетянами, поскольку люди отвечают за верхнюю половину базы или около того. Этот контролируемый инопланетянами уровень получил прозвище «Зал кошмаров». По мнению теоретиков, вся база была создана по инициативе ЦРУ, сначала в рамках расследования наблюдений НЛО, которые были распространены в этом районе. Когда ЦРУ обнаружила, что разумные внеземные существа действительно здесь и калечат скот, чтобы изучать его, ЦРУ заключила некий договор между существами и правительством, согласно которому они будут работать вместе в мире и учиться друг у друга за счет бедного скота и людей, попавших туда в качестве подопытных кроликов. Теория утверждает, что это скорее всего люди, которых не хватится, бродяги, уличные отбросы, бездомные дети и так далее. Существует множество свидетельств очевидцев и фотографий, фиксирующих странные огни в ночном небе вокруг Дульсе, а также множество случаев наблюдения в дневное время печально известных черных вертолетов, роящихся вокруг горы Арчулета. Теория возникла в 1980-х годах, и в ней фигурирует единственный источник – Пол Бенневиц, который утверждал, что работал на базе физиком, пока не узнал об ужасах зала кошмаров. После этого он подал в отставку, и ЦРУ не стало промывать ему мозги, очевидно рассчитывая, что никто не поверит в столь безумную историю. Бенневиц умер в 2005 году. Теоретики утверждают, что на него было совершено тихое покушение. Однако фактом является то, что ЦРУ и ВВС провели тщательно продуманную клеветническую кампанию,
чтобы дискредитировать Бенневица как сумасшедшего, и по меньшей мере трижды заставляли его ложиться в психиатрические клиники. Это говорит о том, что они опасались того, что Бенневиц мог рассказать. В конце 1980-х годов Бенневиц предоставил новомексиканским газетам аэрофотоснимки того, что, по его словам, было инопланетным летательным аппаратом, разбившимся неподалеку от предполагаемой базы Дульси. Инопланетный корабль так и не был найден на предполагаемом месте крушения. Следователи нашли доказательства того, что в этом районе что-то разбилось, но они так и не смогли или не захотели подтвердить рассказ Бенневица. К фотографиям, которые он сделал, приложены записки, написанные его почерком, в которых утверждается, что некоторые объекты на снимках – это внеземные существа и обломки самолета. Эти объекты трудно рассмотреть, и они не дают достаточно деталей, чтобы подтвердить или опровергнуть рассказ. 8. Кармина Мирабелли, физический медиум, который был загадкой для ученых. Кармина Карлос Мирабелли родился в Батукату, Сан-Паулу, Бразилия, в 1889 году в семье родителей итальянского происхождения. Он начал изучать спиритизм в юном возрасте и в результате своих занятий познакомился с трудами Алана Кардека. В подростковом возрасте он работал в обувном магазине, где, по его словам, стал свидетелем полтергейста, когда коробки с обувью буквально слетали с полки за полкой. Его поместили в психиатрическую клинику для наблюдения, и психологи определили, что у него психологические проблемы, несмотря на то, что физически он не был болен. Он получил лишь самое скромное образование и считался, так сказать, обычным человеком. Несмотря на бедное происхождение, Кармина обладал разнообразными способностями, которые были поистине необычными. Он обладал способностью к автоматическому письму, материализации предметов и людей, левитации и перемещению предметов, а также другими способностями. Близкие к Кармине люди утверждали, что он говорит только на родном языке, но во время многочисленных документальных событий он демонстрировал способность общаться на более чем 30 языках, включая немецкий, французский, голландский, итальянский, чешский, арабский, японский, испанский, русский, турецкий, иврит, албанский, несколько африканских диалектов, латынь, китайский, греческий, польский, египетский и древнегреческий. Он родился в Мексике и вырос в Испании. Его друзья были в еще большем недоумении, когда узнали, что он говорит на такие темы, как медицина, социология и политика, теология и психология, а также история и астрономия, музыка и литература. Все это было бы совершенно чуждо парню с самым скромным образованием. Когда он проводил спиритические сеансы, то демонстрировал почерк на более чем 28 различных языках с аномально высокой скоростью, которую другим было практически невозможно имитировать. В одном известном случае Кармина писал иероглифами, которые до сих пор не расшифрованы. Кармина обладал и другими необычными способностями. Например, он обладал способностью левитировать, появляться и исчезать по своему желанию. Ходили слухи, что во время спиритических сеансов Кармины мог левитировать на высоте метра над своим креслом. В одном случае многочисленные свидетели видели, как Кармина исчез с железнодорожной станции Далус через несколько секунд после прибытия. Свидетели рассказывали о многочисленных случаях, когда Кармина исчезал в одной комнате и появлялся в другой через несколько секунд. В одном из контролируемых экспериментов Кармины привязали к стулу, заблокировали все двери и окна и предоставили на произвол судьбы. Он оказался в другой комнате на противоположной стороне здания через несколько секунд после исчезновения в первой. Когда экспериментаторы вернулись, пломбы на дверях и окнах были по-прежнему целы, а Кармина все так же спокойно сидел в своем кресле, его руки все еще были связаны за спиной. Другой подтвержденный случай, свидетелем которого стал доктор Ганимед де Соуза, связан с появлением молодой девушки в закрытой комнате средь бела дня. По словам доктора, это была его дочь, которая умерла всего несколько месяцев назад. Доктор задал ей несколько личных вопросов, а также сделал снимки произошедшего.
Число свидетелей сверхъестественных явлений Мирабелли, а также последующее изучение снимков и фильмов – самые удивительные аспекты сверхъестественного опыта Мирабелли. В некоторых случаях присутствовало до 600 свидетелей, среди которых были 72 врача, 12 инженеров, 36 юристов, 25 военных и представителей других профессий. Когда президент Бразилии стал свидетелем способностей Мирабелли, он незамедлительно начал расследование его деятельности. В 1927 году научная экспертиза проводилась только в контролируемой среде. Мирабелли приковывали к стулу и подвергали физическому обследованию до и после испытаний. Тесты проводились на улице, а если они проводились в помещении, то освещались ярким светом. В результате тестов было получено более 350 положительных и менее 60 отрицательных результатов. Доктор провел тщательный осмотр епископа Камарго Барроса, который материализовался во время одного из спиритических сеансов после того, как комната наполнилась ароматом роз. Камарго Баррос умер всего за несколько месяцев до спиритического сеанса. Во время этих сеансов Кармине был прикован к креслу и, казалось, находился в трансе, но это было не так. Епископ велел сидящим наблюдать за его дематериализацией, что они и сделали, после чего комната вновь наполнилась ароматом роз. Другой случай признания произошел, когда материализовался человек, в котором присутствующие узнали профессора Феррейру, недавно скончавшегося. Его осмотрел врач, затем была сделана фотография, после чего фигура помутнела и исчезла, говорится в записях врача. Во время спиритических сеансов Кармине следователи заметили значительные изменения в его физическом состоянии, включая колебания температуры, частоты пульса и дыхания, причем все они были экстремальными. Материализация доктора де Менезиса была еще одним примером того, как медиумизм Кармине происходил сам собой, демонстрируя спонтанную природу его способностей. Предмет, поставленный на стол, левитировал и зазвенел в воздухе. Кармине очнулся от транса и описал человека, которого мог видеть. Внезапно описанный человек появился перед группой, и двое из сидящих узнали в нем де Менезиса. Во время попытки врача изучить материализацию у него закружилась голова, так как форма решила уплыть сама по себе. Фотограф описывает, как форма начала таять от ног вверх, бюст и руки поплыли по воздуху, когда фигура начала рассеиваться. В 1934 году Теодор Бестерман, исследователь из Общества психических исследований в Лондоне, посетил несколько сеансов Мирабелли в Бразилии и сделал несколько интересных выводов. Он вернулся в Италию и подготовил краткий частный отчет, в котором говорилось, что Мирабелли – мошенник, но этот отчет так и не был обнародован, потому что его так и не опубликовали. В своем опубликованном отчете он не сказал ничего уникального, кроме того, что он не видел ничего необычного. На протяжении всей жизни Мирабелли продолжали поступать сообщения о медиумических явлениях. Учитывая распространенное сегодня мнение о том, что призраки и материализации могут происходить только в результате магических трюков, трудно поверить, что Мирабелли удастся избежать обвинений в мошенничестве, какими бы необычными ни казались в то время некоторые из его ментальных достижений. В конце концов, все благоприятные отзывы исходили от людей, которые были лично знакомы с ним. Убедительных исследований так и не было проведено, возможно, из-за неблагоприятного характера первых результатов, особенно тех, что были получены Бестерманом. 9. Реинкарнация – невероятно странное дело близнецов Поллок. Дело близнецов Поллок – это неразрешимая загадка, которая вскружит вам голову, даже если вы совсем не верите в жизнь после смерти. На протяжении многих лет этот странный случай рассматривался многими как убедительное доказательство реинкарнации. После смерти двух девочек у их матери и отца родились близнецы, и они знали о своих умерших сестрах такие вещи, которые были невероятно странными и жуткими одновременно. Трагедия. Сестры Поллок погибли в результате несчастного случая. Это был полдень 5 мая 1957 года, радостное воскресенье для семьи Поллок, которая направлялась на традиционную мессу в церковь старинного английского городка Хексем. Родители,
Джон и Флоренс Поллок остались позади. Они не сопротивлялись беспокойным шагам своих дочерей Джоанны, 11 лет, и Жаклин, 6 лет. Они обе хотели занять первые места на церемонии и убежали далеко вперед. Несмотря на свои планы, в тот день они так и не попали на мессу. В нескольких кварталах от церкви им помешало лихачество. Поспешность не позволила им увидеть автомобиль, который собирался проехать поворот, протаранил их обоих, и на месте Джоанна и Жаклин погибли на асфальте. Родители пережили самый печальный год в своей жизни. Опустошенные преждевременной потерей дочерей, они хотели снова создать семью. Судьба преподнесла им сюрприз. Флоренс забеременела. Не одна, а две, она носила в своем чреве двух девочек-близнецов. Близнецы Поллок 4 октября 1958 года миновали 9 месяцев беременности. В этот день родилась Джиллиан, а через несколько минут – Дженнифер. Радость сменилась удивлением, когда родители стали внимательно наблюдать за ними. Они были одинаковыми, но на их маленьких телах были заметны родимые пятна. У Дженнифер было пятнышко на лбу. Как раз в том месте, где у старшей сестры, которую она не знала, Жаклин, был шрам. У обеих также совпадала отметина на талии в месте удара машиной. У Джиллиан, второй близняшки, не было родимых пятен на голове, но ее сестра не получала травму головы при аварии. Родители были шокированы, но потом решили, что это просто совпадение. Они хотели верить, что знаки появились именно в какой-то момент беременности. Через 3 месяца после родов семья решила переехать в Уайт-Бэй, чтобы оставить позади печальное прошлое и, наконец, обрести долгожданный покой. Воспоминания о событиях прошлого. В 2 года, когда девочки освоили простейший язык, они стали просить игрушки своих покойных сестер, хотя никогда о них не слышали. Когда отец отдал им кукол, хранившихся на чердаке, близнецы назвали их Мэри и Сьюзен. Те же имена, которые давным-давно дали им старшие сестры. Близнецы стали различаться в своем поведении. Джиллиан, подражавшая старшей из погибших, взяла на себя роль лидера по сравнению с Дженнифер, которая помнила Жаклин и беспрекословно следовала указаниям сестры. Разгадка стала совсем мрачной, когда Поллоки решили вернуться в родной город. Когда близнецы вернулись в Хексаме реакция была мгновенной. Они в унисон попросили посетить парк развлечений, который запомнился их сестрам, и подробно описали его, как будто сами неоднократно бывали в нем. Когда они приехали в дом, то узнали каждый уголок, даже своих соседей. Их родители сказали, что они вели себя и говорили так же, как их первые 2 дочери. Исследование доктора Стивенсона о близнецах Поллок. Когда уже невозможно было закрывать глаза и делать вид, что происходящее нормально, близнецы привлекли внимание доктора Яна Стивенсона, психолога, изучавшего реинкарнацию у детей. В 1987 году он написал книгу под названием «Дети, которые помнят предыдущие жизни. Вопрос о реинкарнации». В ней он описал 14 случаев реинкарнации, включая случай с девочками Поллок. Доктор Ян Стивенсон изучал девочек с 1964 по 1985 год. Он отметил, что близнецы, казалось, даже переняли черты характера своих старших сестер. Стивенсон говорил, что предпочитает работать с детьми, потому что реинкарнированные взрослые чаще всего подвержены влиянию внешних и воображаемых факторов из книг, фильмов или даже воспоминаний родственников, которые они принимают за свои собственные. Дети же, напротив, действовали спонтанно. Их ничто не сковывало. Непредсказуемое, порой странное поведение близнецов Поллок шокировало их родителей. В случае с близнецами Поллок их родители так и не поняли масштабов этого явления. В возрасте всего 4 лет девочки боялись проезжающих машин. Они всегда боялись переходить улицу. «Машина едет за нами», — часто кричали они. Однажды к тому же Джон и Флоренс слушали девочек, когда те рассказывали о трагедии, произошедшей 5 мая 1957 года. «Я не хочу, чтобы это случилось со мной снова. Это было ужасно.
Мои руки были в крови, как и нос и рот. «Я не могла дышать», — сказала Дженнифер сестре. «Не напоминай мне об этом», — ответила Джиллиан. «Ты была похожа на монстра, а из твоей головы вытекало что-то красное». Странно, но все эти яркие воспоминания стерлись, когда близнецы выросли. Когда близнецам Поллок исполнилось 5 лет, типичный порог, до которого, по некоторым поверьям, доходит время реинкарнации, их жизнь больше не была связана с умершими сестрами. Их воспоминания о предыдущих жизнях были полностью стерты навсегда, как будто их никогда и не было. Хотя Джиллиан и Дженнифер оборвали свою связь с прошлым, сегодня, спустя почти 6 десятилетий, отблеск тайны близнецов Поллок все еще распространяется по всему миру. 10. Инцидент Вэлла. Был ли это действительно ядерный взрыв или нечто более загадочное? Странные и загадочные световые явления в небе фиксировались с древних времен. Многие из них интерпретировались как предзнаменования, знаки богов или даже сверхъестественные сущности вроде ангелов. Но есть и такие странные явления, которые не поддаются объяснению. Одним из таких примеров является инцидент Вэлла. Инцидент Вэлла, иногда называемый южноатлантической вспышкой, это пока неопознанная двойная вспышка света, зафиксированная американским спутником Вэлла 22 сентября 1979 года. Предполагалось, что двойная вспышка была характерна для ядерного взрыва. Однако в недавно рассекреченной информации об этом событии говорится, что она, вероятно, не была результатом ядерного взрыва, хотя нельзя исключать, что этот сигнал имел ядерное происхождение. Вспышка была зафиксирована 22 сентября 1979 года в 0:53 по Гринвичу. Спутник сообщил о характерной двойной вспышке, очень быстрая и яркая вспышка, затем более продолжительная и менее яркая, атмосферного ядерного взрыва мощностью от 2 до 3 килотонн в Индийском океане, между островом Буве, зависимая территория Норвегии, и островами Принца Эдуарда, зависимая территория ЮАР. Самолеты ВВС США совершили облет этого района вскоре после обнаружения вспышек, но не смогли обнаружить никаких признаков детонации или радиации. В 1999 году в докладе Сената США говорилось следующее: остается неясным, была ли вспышка в Южной Атлантике. В сентябре 1979 года, зафиксированная оптическими датчиками американского спутника Вэлла, ядерной детонацией, и если да, то кому она принадлежала. Интересно, что предыдущие 41 двойная вспышка, зафиксированные спутниками Вэлла, были вызваны испытаниями ядерного оружия. Есть предположение, что это испытание могло быть совместной инициативой Израиля и ЮАР, что подтвердил, хотя и не доказал, коммодор Дитер Герхард, осужденный советский шпион и командующий южноафриканской военно-морской базой Симонстаун в то время. Среди других объяснений – падение метеороида на спутник, атмосферная рефракция, реакция камеры на естественный свет, необычные условия освещения, вызванные влажностью или аэрозолями в атмосфере. Однако ученые до сих пор точно не знают, как и почему произошел инцидент с Вэллой. 11. Загадочный инцидент 1978 года с монстром, атаковавшим корабль USS Стейн. Монстр USS Стейн – неопознанное морское существо, которое, по-видимому, напало на эскортный эсминец класса Нокс USS Стейн DE-1065, который позже был переименован во фрегат FF-1065 ВМС США. Свое название USS Стейн корабль получил в честь Тони Стайна, который стал первым морским пехотинцем, получившим медаль за отвагу за участие в битве при Ивадзиме. USS Стейн был введен в эксплуатацию 8 января 1972 года, а после 2 десятилетий неспокойной службы его списали 19 марта 1992 года. Корабль USS Стейн завоевал популярность во всем мире, когда в 1978 году на него напало морское чудовище. Это чудовище, как полагают, было неизвестным видом гигантского кальмара, который повредил резиновое покрытие на фаул купола NSQS-26 Sonar.
удивительным образом было повреждено более 8% покрытия. Какого размера был кальмар, напавший на корабль USS Стейн? Что еще более странно, почти все порезы содержали остатки острых, изогнутых когтей, которые особенно часто встречаются на ободках присосок щупалец некоторых кальмаров. Клешни действительно были намного больше, чем все, о которых сообщалось в то время, что указывало на то, что длина чудовищного существа могла достигать 45 метров. Таким образом, можно предположить, насколько большим был кальмар, напавший на корабль USS Стейн. Хотя это загадочное гигантское существо кажется невероятным, на самом деле мы не можем отрицать тот факт, что наши знания о поверхности Луны более обширны, чем знания о дне океанов. Поэтому, учитывая просторы океана, мы не должны удивляться, если однажды бесстрашные исследователи обнаружат новую странную и причудливую форму морской жизни, о которой мы даже не подозревали. Это существо может быть огромных размеров, как монстр USS Стейн, а может быть и за пределами нашего воображения, с иным строением тела, сформированным уникальным способом, которым оно выживает в этом мире. 12. Энигмалит Уильямса. Свидетельство существования развитой цивилизации 100-тысячелетней давности. В 1998 году Джон Уильямс, инженер-электрик, во время экскурсии по отдаленному сельскому району Северной Америки сделал удивительное открытие. Он нашел то, что казалось электрическим разъемом, торчащим из земли. Заинтригованный, Уильямс начал копать и обнаружил небольшой камень с вмонтированным в него трехштырьковым штекером. Несмотря на любопытство, вызванное этим странным камнем, Уильямс хранит молчание о его точном местонахождении. Он опасается, что раскрытие местонахождения может привести к краже других таинственных артефактов. Однако, по словам Уильямса, диковинный камень был обнаружен в уединенном месте, вдали от населенных пунктов, промышленных комплексов, аэропортов, заводов, электростанций и атомных станций. Камень, известный как энигмалит или петродокс, вызвал споры из-за своей цены в $500 тысяч и внеземных теорий, окружающих его. Многие ученые считают, что это мистификация, созданная исключительно ради славы и богатства. По их мнению, это не что иное, как розетка, застрявшая в вулканической породе или что-то в этом роде. Однако Уильямс настаивает на подлинности энигмалита и предлагает его исследователям для анализа, хотя пока никто не воспользовался этим предложением. По словам Уильямса, встроенный в гранитный камень электронный компонент, по-видимому, был частью его формирования, а не искусственно прикреплен. Геологический анализ показал, что возраст камня составляет около 100 тысяч лет, что опровергает общепринятые представления о технологическом развитии человечества. Инструмент, запертый в петродокс, сравнивают с электронным XLR-разъемом, и он демонстрирует слабое магнитное притяжение. Показания амметра указывают на силу, схожую с разомкнутой цепью. Трехштырьковый разъем удерживается на месте неизвестной пластиной, которая не похожа ни на один узнаваемый материал. Хотя Уильямс запрещает вскрывать образец, рентгеновское исследование показало наличие непрозрачной внутренней структуры внутри камня. Скептики считают энигмалит мистификацией, но Уильямс твердо уверен, что обнаружил либо древнюю рукотворную реликвию, либо свидетельство внеземных технологий. Он с нетерпением ждет, когда ученые проверят подлинность камня, но при условии, что он будет присутствовать при анализе, энигмалит останется нетронутым, а расходы на исследование не будут возложены на него. Некоторые предполагают, что ученые не хотят исследовать этот образец из страха перед тем, что они могут обнаружить. Если научный анализ подтвердит, что это мистификация, это будет тщательно срежиссированный обман. Однако в случае подтверждения подлинности, энигмалит способен произвести революцию в нашем понимании истории человечества. Исследователям также придется задаться вопросом о предназначении такого объекта, вмонтированного в скалу. Уильямс считает, что место его находки является еще одним доказательством существования прошлой цивилизации или внеземного присутствия.
Его стремление к тому, чтобы непредубежденные исследователи тщательно изучили место находки и глубже проникли в тайну энигмалита, сохраняется и по сей день. Согласно силурийской гипотезе, предложенной учеными НАСА, предполагается, что человечество могло подниматься и падать несколько раз на протяжении тысячелетий. А вы верите в то, что на Земле когда-то существовала развитая доисторическая человеческая цивилизация? 13. Фигурка Нампа – доказательство существования 2-миллионной цивилизации в Северной Америке. В июле 1889 года, во время бурения скважины в Нампе, штат Айдахо, была обнаружена небольшая человеческая фигурка, которая вызвала большой научный интерес в позапрошлом веке. Несомненно, сделанной руками человека, она была найдена на глубине около 100 метров, что, согласно принятым эволюционным методам датировки, указывает на его возраст гораздо раньше предполагаемого появления человека в этой части света. Хотя научное сообщество почти забыло об этой фигурке, доказательства, если смотреть на них без эволюционной предвзятости, все еще звучат убедительно спустя столетия после их обнаружения. Маленькая куколка, получившая название фигурка Нампа, наполовину состоит из глины и наполовину из кварца, и по мнению по крайней мере одного эксперта, профессора Альберта Райта из Берлинского колледжа, она не была создана маленьким ребенком или любителем, а была сделана настоящим художником. Несмотря на то, что кукла сильно потрепана временем, ее внешний вид все еще отчетлив, у нее луковицеобразная голова с едва различимым ртом и глазами, широкие плечи, короткие толстые руки и длинные ноги, правая из которых отломана. На фигурке также есть слабые геометрические отметины, которые представляют собой либо узоры одежды, либо украшения, они расположены в основном на груди, вокруг шеи, а также на руках и запястьях. Кукла представляет собой образ человека высокой культуры, богато одетого. В отличие от множества древних человеческих артефактов и костей, найденных в золотоносных гравиях в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, в прошлом веке фигурка Нампы может быть единственным ключом к доисторической цивилизации, ныне погребенной глубоко под землей. Очевидно, что утверждать, что фигурка Нампы является прекрасным доказательством существования древней человеческой цивилизации в Северной Америке, гораздо сложнее. Тем не менее, свидетельства в пользу подлинности фигурки Нампы кажутся весомыми. Состояние артефакта представляло бы собой весьма сложную задачу для человека на ранней стадии развития. А песчаный фильтр, работавший на момент обнаружения артефакта, исключает возможность того, что артефакт был засыпан сверху во время работы и уцелел. Кроме того, хотя можно предположить мотив для мистификации, хотя идея мистификации для продвижения нового пограничного городка никогда не упоминалась ни одним из исследованных авторов, люди, вовлеченные в это дело, всегда описывались как известные в обществе граждане, и их словам можно было доверять. Однако всегда есть вероятность, что все не так, как кажется. Возможно, мы никогда не узнаем этого наверняка, но нам известно следующее: если бы находка была сделана в геологическом горизонте, где ожидались человеческие артефакты, споров было бы гораздо меньше. Поэтому современные теории эволюции не должны препятствовать принятию человеческих артефактов или костей, найденных в слоях, где традиционная теория запрещает это делать. 14. Инопланетная ДНК в теле древнейшего в мире предка человека. В ноябре 2013 года ученые извлекли из бедренной кости возрастом 400 тысяч лет одну из древнейших в мире человеческих ДНК, содержащую доказательства существования неизвестного вида. ДНК этих предков человека, возраст которых составляет сотни тысяч лет, показывает сложную схему эволюции происхождения неандертальцев и современных людей. Кость принадлежит человеку, но содержит так называемое ДНК пришельцев. Эта удивительная находка заставила ученых поставить под сомнение все, что они знали об эволюции человека. Генетический материал возрастом 400 тысяч лет был получен из костей, которые были связаны с неандертальцами в Испании, но его сигнатура наиболее похожа на сигнатуру,
другой древней человеческой популяции из Сибири, известной как денисовцы. Более 6000 человеческих окаменелостей, представляющих около 28 особей, были извлечены из Сима де лос Уэсос, труднодоступной пещерной камеры, расположенной на глубине около 30 метров под поверхностью земли на севере Испании. Окаменелости оказались необычайно хорошо сохранившимися, отчасти благодаря постоянной прохладной температуре и высокой влажности в пещере. Исследователи, проводившие анализ, заявили, что их находки свидетельствуют о неожиданной связи между двумя вымершими видами наших предков. Это открытие может раскрыть тайну не только ранних людей, живших в пещерном комплексе, известном как Сима де лос Уэсос, по-испански яма с костями, но и других загадочных популяций эпохи Плейстоцена. Предыдущий анализ костей из пещеры заставил исследователей предположить, что люди из Сима де лос Уэсос были тесно связаны с неандертальцами на основе их скелетных особенностей. Однако митохондриальная ДНК оказалась гораздо более похожей на ДНК денисовцев, ранней человеческой популяции, которая, как считается, отделилась от неандертальцев около 640 тысяч лет назад. Ученые также обнаружили, что 1% генома денисовцев произошел от другого загадочного предка, прозванного учеными сверхархаичным человеком. В свою очередь, предполагается, что некоторые современные люди могут иметь около 15% этих суперархаичных генных блоков. Таким образом, данное исследование показывает, что люди из Сима де лос Уэсос были тесно связаны с неандертальцами, денисовцами и неизвестной популяцией ранних людей. Так кем же мог быть этот неизвестный предок человека? Одним из потенциальных претендентов может быть Homo erectus, вымерший предок человека, живший в Африке около 1 миллиона лет назад. Проблема в том, что мы никогда не находили ДНК Homo erectus, поэтому на данный момент мы можем лишь строить догадки. С другой стороны, некоторые теоретики выдвинули несколько действительно интригующих идей. Они утверждают, что так называемые 97% незакодированных последовательностей в человеческой ДНК – это не что иное, как генетический план внеземных форм жизни. По их мнению, в далеком прошлом человеческая ДНК была целенаправленно спроектирована некой продвинутой внеземной расой, и неизвестный сверхархаичный предок людей Сима де лос Уэсос может быть свидетельством этой искусственной эволюции. Внеземная связь или неизвестный человеческий вид, что бы это ни было, находки лишь еще больше усложняют историю эволюции современного человека, возможно, в ней участвовало еще больше популяций. Они загадочны, они тайны, и они существуют внутри нас миллионы лет. 15. Действительно ли это человеческий окаменелый палец возрастом 100 миллионов лет? Согласно общепринятой антропологии, самому древнему известному ископаемому человеку 2,8 миллиона лет, и родом он из Африки. Однако ряд находок, которые просто не соответствуют этой версии, например, этот окаменелый человеческий палец, возраст которого, как утверждается, составляет 100 миллионов лет, ставит под сомнение эту точку зрения. В середине 1980-х годов Карл Бау и несколько других креационистов заявили, что нашли в куче гравия продолговатый камень и что это действительно окаменевший человеческий палец. Карл Бау из Глен-Роуз, штат Техас, был известен своими многочисленными заявлениями о найденных окаменелостях и артефактах. Вскоре он начал выставлять эту окаменелость в качестве предполагаемой окаменелости в своем музее доказательств сотворения мира в Глен-Роуз, штат Техас. Предыдущие окаменелости динозавров, обнаруженные в этом регионе, указывали на то, что возраст этого образования составляет около 100 миллионов лет. В этом редком случае, чтобы мягкие ткани окаменели, палеонтологи установили, что палец и его владелец должны были быть погребены в бескислородной среде в течение короткого периода времени. Отдельные клетки минерализовались бы отдельно при внезапном захоронении, сохраняя свои микроскопические свойства. Согласно этой гипотезе, если это так, то человек, который когда-то обладал этим пальцем, должен был умереть насильственной смертью.
Поскольку окаменелости могут образовываться только в экстремальных условиях, это была чистая удача, которая позволила сделать открытие. Чтобы лучше понять внутреннее строение этого древнего пальца, его разрезали на части алмазной пилой, обнажив четкие концентрические круги внутренних структур. В ходе анализа с помощью компьютерной томографии были обнаружены еще более интригующие факты, в том числе наличие внутри пальца костей, суставов и сухожилий. Из-за разницы в плотности они выглядели на рентгеновском снимке как более темные пятна. По словам исследователей, хотя палец нельзя отнести к какому-либо конкретному виду, крайне маловероятно, что он принадлежал приматам. Еще предстоит ответить на вопрос, как мог сохраниться окаменелый палец, которому более 100 миллионов лет. Возможно ли, что 100 миллионов лет назад на Земле существовал ранее неизвестный вид человека? А что если так называемые артефакты не на своем месте, на самом деле не так уж и не на своем? Если утверждать, что палец является надежным ископаемым, находящимся не на своем месте, то потребуются убедительные доказательства того, что он когда-то был естественным образом встроен в древнюю горную породу, а также убедительные доказательства того, что это действительно ископаемый палец. Пока что ни того, ни другого предоставлено не было. На самом деле, отсутствие четких доказательств места происхождения камня само по себе подрывает его возможную антиэволюционную ценность. Он вполне мог быть найден в куче гравия мелового периода, длившегося со 145 по 66 миллионы лет назад или около того. Но проверить это утверждение не представляется возможным, хотя этот факт не опровергает утверждений, стоящих за объектом. Тем не менее, если история была правдивой, остается вероятность того, что объект мог упасть из вышележащей формации или быть подброшенным или намеренно помещенным туда кем-то. И да, существует также вероятность того, что цивилизация, подобная нашей, не является первой в этом мире. В этом отношении данный конкретный объект может быть опровергнут, но вероятность не будет полностью опровергнута. На этом я бы хотел закончить это видео с 15 тайнами мира, которые ученые не могут объяснить. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Старейший известный рунный камень с необъяснимыми надписями найден в Норвегии. Норвежские археологи считают, что нашли самый древний в мире рунный камень с надписями, сделанными почти 2000 лет назад, что на несколько столетий превышает возраст предыдущих находок. Осенью 2021 года археологи Музея истории и культуры исследовали могильное поле у Тирифьордена в Рингерике. В одной из могил они обнаружили камень с несколькими руническими надписями. Обгоревшие кости и древесный уголь из могилы показали, что руны были начертаны между 1 и 250 годами нашей эры. Таким образом, это самый ранний из известных рунических камней. Этот древний норвежский рунический камень привлекает внимание ученых-рунистов и археологов во всем мире. Возраст надписей достигает 2000 лет, и они относятся к самым ранним периодам загадочной истории рунического письма. Камень был назван в честь места находки и теперь называется камнем Свингеруда. Где-то в промежутке между 1800 и 2000 лет назад кто-то стоял возле Тирифьордена и вырезал руны на блоки размером 31 на 32 сантиметра из красновато-коричневого песчаника в Рингерике. Они говорили на ранней форме древнего скандинавского языка, который является языком-предком современных скандинавских языков, распространенных в Скандинавии сегодня. Человек по имени Эдибера, является ли имя, начертанное на камне, именем того, кто там похоронен? На лицевой стороне камня 8 рун четко выделяются среди других надписей. В переводе на латинские буквы они пишутся так: Эдиберук. Неужели камень сделан для Эдибера? Или на нем хотели написать имя Эдибергу, или родственное имя Эдиберунг? Способы написания старых рунических надписей сильно различались, и язык значительно изменился с того времени, когда эти руны были высечены, до эпохи викингов и Средневековья. Поэтому интерпретация посланий на камне представляет собой сложную задачу.
Игровые письмена. На камне есть несколько типов надписей. Некоторые линии образуют сетку, есть небольшие зигзагообразные фигуры и другие интересные знаки. Не все они имеют лингвистический смысл, и создается впечатление, что кто-то имитировал, исследовал или играл с письмом. Возможно, резчик находился в процессе обучения вырезанию рун. Еще многое предстоит исследовать на камне из Свингеруда, но без сомнения ученые получат ценные сведения о ранней истории рунического письма и обычаях изготовления рунических камней. Собственный алфавит. Руны – самая древняя из известных форм письменности в Норвегии. Мы знаем, что руны постоянно использовались примерно с начала общей эры и на протяжении всей эпохи викингов и Средневековья. Рунический алфавит называют футарком, потому что первые 6 рун – это F-U-P-A-R-K. На камне из Свингеруда мы также находим надпись с первыми 3 рунами алфавита F, U и P. Руны – это письменные знаки, обозначающие различные звуки. Некоторые из них похожи на латинские заглавные буквы. Некоторые руны похожи на латинские буквы, но обозначают другой звук. Другие не похожи на символы, которыми мы пользуемся сегодня. Возможно, рунический шрифт был вдохновлен латинским алфавитом, но его точное происхождение неизвестно. Те, кто изобрел письменность, придали рунам свой собственный колорит и изменили порядок символов. Вот такими у нас получились 15 тайн мира, которые ученые не могут объяснить. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.